Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня будем делать вот такие вот чудесные коврики. Я сейчас все расскажу и покажу. Начнем. Сначала я делаю основу под коврик. У меня вот такая вот типа тентовой ткани. Она вот с одной стороны вот такая вот как водоотталкивающая, а с другой стороны она вот такая вот типа плащевки. И я эту ткань сложила в четверо и хочу сделать из нее круг. Я померила по сторонам, здесь получилось 26,5, а с этой стороны 28,5. Мне вот эти 2 сантиметра надо будет убрать. Я просто вот линейку взяла и вот от угла отмеряла 26,5 каждый раз. И вот сделала ниточки и по ним нарисую круг и вырежу. Прямо по нарисованной линии. Вырезаю свой круг. Получается, диаметр у него 53 сантиметра. И точно так же я вырезала еще один круг вот из такой вот ткани, из хлопковой. И складываю их лицом к лицу. И по кругу их сшиваю. Оставляю отверстие здесь, вот чтобы потом вывернуть. Сшила я 2 своих круга. Отверстие зашила, через которое выворачивала. Эта сторона, которая вот у меня такая была глянцевая, она как-то приклеила к себе, вот при отглаживании приклеилась у меня хлопковая часть. И, кстати, это меня устраивает, наверное. Мне так кажется, что это хорошо. А дальше, дорогие друзья, нарезала ткань вот лентами. У меня белая и вот такая вот, это не джинса, это хлопок просто под джинсу. Нарезала по 5 сантиметров примерно. Вот это я вот мерила еще, вот эту я уже на глазок резала. Мне показалось, что уже в принципе не важно. Я хочу сказать, я очень прониклась с этим рукоделием, когда на веревку наматывают ленты трикотажные. И поехала купить бельевую веревку потолще, чем та, которая у меня была. А не было. И я купила вот такой вот шнур. Просто, подумала, что на даче пригодится. А потом мне пришло в голову, что и с этим шнуром он даже лучше, чем веревка, потому что с этим шнуром можно сделать коврик совсем другой. Не обматывать трикотажем, а вот так, как мы шили коврик. У меня видео есть, я ссылочку оставлю. Когда вот такие конвертики складывали. Из тюля конвертики. И я собираюсь складывать вот этот шнур. Он вот такой вот плоский. А здесь вот, как шнурок обычный от ботинок. Там в кроссовках, в ботинках. И я его буду нашивать на эту ленту. Вот так вот складываю. Чтобы у меня... Вот я, например, на белом покажу. Вот так вот складываю. Так вот складываю. Как и в том видео, где мы коврик с конвертиками делали. И я буду нашивать этот шнур снизу. Вот так вот. Петельками вот такими. И сейчас это попробую сделать. Вот так вот ленту прямо подворачиваю. И петельки вот эти вот сюда подворачиваю и пришиваю. Слежу, чтобы у меня они не очень... Вот там вот много было с той стороны. Подтягиваю вот эту сторону. А вам напоминаю, не забыть подписаться на мой канал. А если вы уже подписаны, нажмите, пожалуйста, колокольчик рядом с кнопкой «Вы подписаны». Он такой маленький, серенький, находится справа от кнопки «Вы подписаны». Это очень важно для меня. Нажмите. Удобно, когда лента вот вниз, у меня между коленок она вниз свисает. А вот шнурок слева я подаю его, вот, и это все не перепутывается между собой. И очень удобно. Где-то на расстоянии сантиметра у меня эти петельки друг от друга. А здесь я просто на глазок смотрю. Вот одну петельку первую сделала, и остальные просто примерно по ней равняю. За счет того, что шнурок этот плоский, получается не очень толстая конструкция. Может быть, и с веревкой с не очень толстой тоже так же может получиться интересно. Но мне вот достался шнур. Я, кстати, хотела сказать, у меня на коврик ушло 2,5 упаковки вот этого шнура по 20 метров. Одна упаковка стоит 86 рублей. Вот такого вот 6 миллиметров толщиной шнур. Получается, в принципе, и не так уж дорого. Здесь я уже к белой ленте пришила голубую, чтобы у меня цвета менялись.
в моем коврике. Можно все одного цвета делать. Можно вообще все разные цвета сделать, круги. Я же по кругу буду пришивать потом эту ленту. И можно эти круги сделать все, каждый своего цвета. Тоже прикольно, наверное, будет выглядеть. Если я где-то не прям вот рядом петельку эту пришила, я стараюсь, конечно, чтобы эта петелька выглядела. Но вот это вот у меня далековато, да, широкая. Но все вместе, там, когда оно будет пришито, на это как бы особо, я думаю, и незаметно будет. Никто не обратит внимания. А потом беру вот эти вот свои готовые ленты. Вот они вот так сзади выглядят, вот так вот спереди. И пришиваю. Так что отступаю, чтобы вот на предыдущие петельки, которые внутри, у меня не попадало, чтобы не было очень жестко. За счет этого видна ткань, которая, лент, на которую у нас нашиты. Швы все оказываются спрятаны. То, что вот здесь вот у меня вот иногда складочка такая, я же по кругу иду, я ее вот так вот закрываю, ну, защипываю, зашиваю, и это ничего все незаметно. Единственное, что я сейчас включу машинку, потому что мне надо ее включить, чтобы показать, как я шью. А у меня лампочка тогда так светит, что не видно, что я делаю вообще. Вот так вот отступаю пару сантиметров. И пошла-поехала. Вот я поговорила, складочка, я ее прямо вот закладываю и шью по ней. Чем ближе к центру, тем больше таких складочек будет получаться. Надо следить, чтобы вот эта петелька не наделась на лапку. Дорогие друзья, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Вам не трудно, а мне очень приятно видеть, что вы ставите лайки и пишете комментарии. А в Яндекс.Дзен, куда я выкладываю эти видео, так там вообще моя карма зависит от количества лайков и комментариев. Я вот строчила и дострочила, дошла до центра. Вот у меня вот эта моя лента. Неземная красота, мне кажется, как снежинка. Она такой нежный, выглядит таким нежным, этот коврик, как кружевной. Сзади я хотела показать. Он выглядит как простеганный. Из-за этой ткани, которая как плащевка, очень сильно сосборился он все-таки. Следующий коврик, где я взяла просто 2 хлопковых круга, гораздо симпатичнее и лучше получился. Но эта сторона просто волшебная, мне кажется. Я вырезала 2 кружка одинакового размера, складываю их лицом к лицу и полностью вот так вот прошиваю. Прошила, теперь вот этот беленький немножечко разрезаю. Потом побольше разрезаю и выворачиваю. Сейчас отглажу. Даже если белая ткань бы стала выглядывать, все равно ничего страшного, потому что тут белая есть у меня. Вот, смотрите, и вот так пришью прямо на машинке. Я весь коврик шила, натяжение верхней нити у меня было 5. То есть он не толстый, получается, шьется очень легко. И поэтому, ну, здесь поплотнее немножко, больше слоев ткани. Да я хоть на максимум могу сделать натяжение нити и пришить. И будет аккуратненько. Потом сверху можно еще цветочек приделать. Как лучше, с цветочком или без цветочка? Посмотрите, какой он получился. Как будто кружевной. Мне очень нравится. И я рада, что я придумала так сделать. Он такой прикольный. Кто не знает, я человек очень увлекающийся, поэтому я, конечно, не смогла остановиться. Мне надо было попробовать и с разноцветными шнурками, и с разными цветами ткани. Видите, я тут где желтым, я желтую ткань, где красный шнурок, там красная ткань. Короче, их великое множество. Эти шнурки у меня, цветные я имею в виду, они, видите, круглого сечения. На всякий случай покажу, как упаковка выглядит этого шнурка. И у них диаметр поменьше. Они 3 миллиметра всего вот в диаметре. Но я хочу сказать, вот в упаковке, в пачке 20 метров. Вот практически весь красный. У меня тут осталось, наверное, метр, может быть, чуть меньше даже метр. Зеленого столько же осталось, практически не осталось от 20 метров. Всего вот 2 ряда, 1,5 ряда даже, я бы сказала, зеленого получилось. И вот, ну, желтого осталось тоже
немного. Но просто здесь круги поменьше, поэтому его осталось чуть побольше, чем остальных. По-моему, очень симпатичные коврики получились. Я, кстати, не сказала, у этого коврика я просто вот взяла в 2 слоя хлопковую ткань, также вот 2 круга сшила. И если здесь вот у меня вот такая вот типа плащевки непромокаемой, то здесь просто обычный хлопок. И тоже так же нормально все простегалось, все хорошо. Можно делать вообще в одном тоне, можно делать вот как я здесь вот в 2 тонах. Мне прям очень нравится этот коврик, прикольный. Ну и этот яркий тоже, кому как понравится. Пишите, какой вам коврик больше понравился. По времени прям вот, ну недолго, часа за 3, если не отвлекаться, вы сделаете такой коврик. Он совсем не сложный, шьется, когда вот, ну самое долгое, это вот на ленты вот эти петельки делать. А чем толще, естественно, шнур, тем быстрее вы сделаете, потому что расстояние между петельками у вас будет больше. 2-3 часа, ну вот прям вот если совсем уж колупаться, то 4. И вы сделаете такой классный коврик оригинальный. И легко вообще, просто легко и быстро. По сравнению со многими работами, которые бывают. Делайте, девчонки, если вам понравилось. Просто вот рекомендую. Не забудьте подписаться, поставить лайк. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.